Друзья, всем привет! С вами Таня, вы на канале Вкусно, пальчики оближешь. Сегодня мы с вами приготовим потрясающий, яркий, необыкновенный, при этом простой в приготовлении вот такой вот торт без выпечки, без духовки. Такой десерт получается очень освежающий, легкий, нежный, очень вкусный и полезный. Такой десерт готовится буквально из нескольких ингредиентов и сможет его приготовить даже начинающая хозяйка. Итак, для данного рецепта нам понадобится одна спелая сладкая хурма, которую необходимо очистить от плодоножки, при необходимости извлечь косточку, но у меня сегодня хурма без косточки, и нарезать кусочками. Далее отправляем в чашу кухонного комбайна и измельчаем до пюреобразного состояния или с помощью погружного блендера. Далее в отдельную миску наливаю 100 мл горячей воды температурой примерно 90 градусов. Ни в коем случае не используйте кипящую воду. Далее добавляю 2 чайные ложки быстро растворимого желатина и все хорошенько перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился. Также для данного рецепта можно использовать и обыкновенный желатин, если нет быстро растворимого. Тогда его необходимо замочить на 15 минут в холодной воде, затем нагреть до полного растворения, но не кипятить. Далее я взяла форму, в которой буду формировать торт. У меня силиконовая форма. Я смазываю ее небольшим количеством растительного масла без запаха, для того, чтобы было легко изъять торт в последующем. Тем временем желатин у меня уже полностью растворился. И я добавляю его к пюре из хурмы. Еще раз все хорошенько перемешиваем с помощью комбайна или погружного блендера. В результате вот такая масса у меня готова. Сразу же выливаем ее в форму, пока желе не застыло. Распределяем ровным слоем и отправляем в морозилку для того, чтобы желатин немного схватился и застыл. Можно отправить в холодильник, но тогда понадобится чуть-чуть больше времени, чтобы желатиновая масса из хурмы хотя бы немного прихватилась, и мы могли выливать уже сверху следующий слой. Далее в отдельную миску я наливаю еще 100 мл горячей, но не кипящей воды, опять же температура около 90 градусов. Добавляю быстро растворимый желатин. В данном случае я добавляю 2 чайные ложки быстро растворимого желатина. Все хорошенько перемешиваем, опять же, чтобы желатин полностью растворился. Если крупинки остались, можете прогреть данную массу, но опять же не кипятите до полного растворения. Далее в чашу кухонного комбайна я отправляю 250 грамм жирного творога. Лучше брать жирный творог, если сухой, добавьте немного сметаны. Далее добавляю 1 столовую ложку сахара, пол пакетика ванильного сахара. Торт получается умеренно сладкий. Все хорошенько перебиваем в кухонном комбайне или с помощью погружного блендера. Далее добавляем быстро растворимый желатин, еще раз все хорошенько взбиваем до однородного состояния. В результате вот такая творожная желатиновая масса у меня получилась. Тем временем слой из хурмы у меня уже немного прихватился, поэтому сверху я выливаю творожную массу. Равномерно распределяем и отправляем в холодильник или в морозилку до полного застывания. Если отправляете в морозилку, смотрите, чтобы десерт не застыл. И доставайте его уже примерно где-то через полчаса после того, как отправили в морозилку. В холодильнике понадобится хотя бы несколько часов, можно подержать ночь. В результате вот такой красивый тортик у нас получился. Если у вас возникли трудности с изъятием данного торта из формы, вы можете на 30 секунд опустить дно формы в горячую воду и затем перевернуть на блюдо или тарелку. Вы с легкостью сможете изъять торт из формы, не повредив его красоту. В результате вот такой красивый, аппетитный и очень яркий торт у нас получился. Такой торт получается очень легкий, освежающий, умеренно сладкий и потрясающе вкусный. Он подойдет как для завтрака, для десерта, для полудника. И вы сможете побаловать себя и своих близких не только очень вкусным тортом-десертом, но и очень полезным. Такой торт нравится и взрослым, и детям. Как видите, готовится из простых и доступных ингредиентов, и сможет его приготовить даже начинающая хозяйка буквально за 5-10 минут. Готовится элементарно, просто и быстро. Так что, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк, иначе потеряете этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно.
Также переходите на мой канал и смотрите другие мои рецепты, которые выходят у меня регулярно. У меня очень простые, быстрые, доступные рецепты на каждый день, которые сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Спасибо большое, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и до новых встреч!